Продолжаем вязание медвежонка, и теперь нам нужно связать ручки. Я уже связала одну ручку самостоятельно, и вторую ручку мы будем с вами вязать вместе. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо амигуруми затягиваем. Второй ряд мы вяжем по кругу, делаем 6 прибавок, то есть делаем прибавки в каждую петлю. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, шестая прибавка. Мы связали второй ряд, и у нас получилось 12 столбиков без накида по кругу. Сейчас мы приступаем к вязанию третьего ряда, и следующие 4 ряда, 3, 4, 5 и 6, мы вяжем по кругу по 12 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся с вами в конце 6-го ряда. Я довязала 6-й ряд. Вот такая деталька у меня получилась. И сейчас мы приступаем к вязанию 7-го ряда. В 7-м ряду мы будем делать 2 убавки. Я поставлю маркер, и вы сделаете то же самое, если ранее этого не сделали, для того, чтобы лишние петельки не потерять и не потерять начало ряда. Берем ниточку контрастного цвета и устанавливаем маркер. Начинаем вязание. Начинаем вязание 7-го ряда. Делаем убавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем вторую убавку. И провязываем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Мы провязали 7-й ряд. По кругу у нас получилось 10 столбиков без накида. Набиваем деталь холофайбером. И приступаем к вязанию 8-го ряда. 8-й, 9-й и 10-й ряд нам нужно провязать по кругу по 10 столбиков без накида. То есть 3 ряда мы вяжем по кругу 10 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно, встречаемся с вами в конце 10-го ряда. Я довязала 10-й ряд. Такая деталька получилась у меня. И теперь я приступаю к вязанию 11-го ряда. В 11-м ряду мы будем также делать 2 убавки. Приступаем к вязанию. Первая убавка. 3 столбика без накида. Вторая убавка. 3 столбика без накида. Мы завершили вязание 11-го ряда, и по кругу у нас получилось 8 столбиков без накида. Еще чуть-чуть набьем ручку холофайбером. Я набиваю только, ну вот примерно до сюда, и то не сильно плотно, для того, чтобы ручки
впоследствии, когда мы их вяжем в туловище, не топорщились. Набиваю только нижнюю часть ручки. Вот так. Ну и делаю так, чтобы они были примерно одинаковые по толщине. И приступаю к вязанию последнего 12 ряда. Провязываем по кругу 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем соединительный столбик, петельку затягиваем, нить отрезаем, можно коротко, мы ручки впоследствии будем ввязывать, поэтому длинная нить нам здесь не нужна. Вот так. Вот такие вот две ручки у нас получились. Откладываем. И теперь приступаем к вязанию ножек. Я уже связала одну ножку, детальку. Вот такая вот она. И сейчас мы вместе с вами свяжем вторую ножку. У первой ножки, вы как видите, я нить отрезала, тоже так же, как и у ручки, потому что ножка будет тоже ввязываться в тело. Начинаем вязание второй ножки. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Петлю затягиваю. Следующий второй ряд мы вяжем в каждую петельку прибавку. Делаем 6 прибавок. 1, первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. Шестая прибавка. Мы провязали второй ряд, по кругу у нас получилось 12 столбиков. Далее приступаем к вязанию третьего ряда. В третьем ряду мы делаем прибавки через каждый один столбик. Ставим маркер. Первый столбик без накида. Прибавка, первая прибавка. Столбик без накида, вторая прибавка. Столбик без накида, третья прибавка. Столбик без накида, четвертая прибавка. Столбик без накида, пятая прибавка. Столбик без накида, шестая прибавка. Мы провязали третий ряд, и по кругу у нас получилось 18 столбиков без накида. Далее четвертый и пятый ряды вяжем самостоятельно, 2 ряда вяжем по кругу по 18 столбиков без накида. И встречаемся с вами в конце пятого ряда. Я довязала пятый ряд. Приступаем к вязанию шестого ряда. В шестом ряду нам нужно будет сделать 4 убавки. Начинаем вязание. Вяжем сначала 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем подряд 4 убавки. 1, 2, 3, 4. И далее вяжем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5. Провязали 6-й ряд. В итоге по кругу у нас должно получиться 14 столбиков без накида. 7-й ряд вяжем по кругу 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я провязала 7-й ряд 14 столбиков без накида. Нужно наполнить слегка холофайбером детальку. И приступаем к вязанию 8-го ряда. В 8-м ряду нам нужно будет сделать 2 убавки. И начинаем вязание с 5 столбиков без накида. Вяжем 1 столбик без накида, 2 столбик, 3, 4, 5. Далее делаем подряд 2 убавки. Первая убавка, вторая убавка. И дальше провязываем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Я провязала 8-й ряд. По кругу у меня получилось 12 столбиков без накида. Далее 9, 10 и 11 ряды, то есть 3 ряда, мы вяжем по кругу по 12 столбиков без накида. И встречаемся с вами в конце 11 ряда. Я довязала 11 ряд. Вот такая ножка у меня получилась. Сейчас я делаю 1 столбик, соединительный столбик, и закрепляю петлю. Ниточку отрезаю. Слегка набиваю ножку холофайбером. Не нужно ее набивать полностью под завязку. Сейчас вот нижнюю часть ножки и чуть-чуть вот где верх. Вот видно, нет? Вот до сюда где-то я набила холофайбером, и то не сказала бы, чтобы сильно плотно, а сверху оставила пустоту, оставила. Вот такие 2 ножки у меня получились. Мы связали голову, ручки, ножки, и сейчас мы будем приступать к вязанию туловища, и в процессе будем ввязывать ножки и ручки уже в само туловище. Приступаем к вязанию туловища. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, шестая прибавка. Мы связали 2-й ряд, и по кругу у нас получилось 12 столбиков без накида. Начинаем вязание 3-го ряда, и в 3-м ряду мы будем делать прибавку через каждый столбик.
1 столбик без накида, первая прибавка. Один столбик без накида, вторая прибавка. 1 столбик без накида, третья прибавка. 1 столбик без накида, четвертая прибавка. 1 столбик без накида, пятая прибавка. 1 столбик без накида, шестая прибавка. Мы провязали третий ряд, и по кругу у нас получилось 18 столбиков. Приступаем к вязанию четвертого ряда, и в четвертом ряду мы будем делать прибавки через каждый второй столбик. Я буду смещать прибавки. Устанавливаем маркер и вяжем первый столбик без накида и сразу делаем прибавку. Далее вяжем прибавки через 2 столбика. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. 1, 2, шестая прибавка. Остался непровязанным один столбик, мы его провязываем. Таким образом мы провязали четвертый ряд, и по кругу у нас получилось 24 столбика. Мы приступаем к вязанию пятого ряда, и в пятом ряду мы будем ввязывать ножки. Начинаем вязание. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Берем первую ножку, прикладываем ее. Сейчас я спрячу ниточку. Вот таким вот образом, вот здесь вот у нас как бы выпуклая часть, и нужно, чтобы она смотрела вперед. Вот так вот я прикладываю ножку к туловищу и начинаю провязывать, захватывая петельки передней стенки ножки и стенки нашей детальки. Первый ряд, первая петля. Вторая. Третья. И четвертая. Вот так вот у нас получается. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Берем вторую ножку. Прикладываем ее вот так вот к детали и провязываем следующий ряд, захватывая петли ножки и нашей вот этой детали. Так, первая петля. Вторая. Третья.
4. Вот так вот у нас получается. И довязываем ряд, провязываем 4 столбика. 1, 2, 3. Вот тут у меня получилось 5, но мы вот так вот сделаем, скорректируем наше вязание, провяжем 2 петельки вместе. Мы провязали 5 ряд, и в этом ряду должно получиться у нас 24 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24 столбика по кругу. И вот так вот ножки смотрят вперед. То есть вот здесь у нас начало ряда, а здесь будет животик. Далее мы приступаем. Я сразу скажу, что если у вас получается не то количество петель, то это ничего страшного. В принципе, все можно тут подкорректировать деталь. Вы главное смотрите, чтобы ножки были примерно одинаково пришиты на том уровне, где вот они должны быть. Вот. А впоследствии уже можно где-то убавку сделать, где-то наоборот прибавку сделать. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы одна нога не была, что одна здесь, другая там. Главное, чтобы они примерно были на одном вот расстоянии. Итак, мы приступаем к вязанию 6-го ряда. Сейчас мы будем вязать по кругу и будем вязать вот здесь у ножек не по этим петлям, а вот по петлям ножек. У нас от каждой ножки осталось по 8 петель. Вот, то есть у нас будет увеличиваться количество столбиков в ряду. Начинаем вязание, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее провязываем по петелькам ножек. Нам нужно провязать 8 петель. Чтобы вот здесь вот не было дырочки, я провяжу вот так. Сюда вставлю вот в это отверстие крючок между ножкой и туловищем. И в первую петлю ножки вставлю крючок, захвачу нить. У меня получилось 3 петельки, и сквозь них я протяну ниточку вот так. Тогда не будет дырочки. 1, считаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Мы провязали петли ножки. Теперь нам нужно провязать петли пузика. 7 петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее провязываем снова 8 петель ножки. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее я довязываю ряд. У меня осталось еще провязать 4 петельки. Так, вот они. 1, 2, 3, 4. Такая у нас деталька получается. Мы связали 6-й ряд вот так вот. И в итоге по кругу у нас должно получиться 32 петли. Сейчас мы посчитаем.
Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. В итоге у нас в конце шестого ряда по кругу должно получиться 32 петельки. Приступаем к вязанию седьмого ряда. В этом ряду нам нужно будет сделать 4 прибавки. Я обычно делаю прибавки вот сзади, спереди и по бокам. Если у вас не будут со мной петли совпадать, то вы можете скорректировать свое вязание и сделать прибавки вот здесь у ножек и вот здесь у пузика и на спинке. Я начинаю вязание с прибавки. Первая прибавка. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну вот у меня тут уже серединка, поэтому я сделаю здесь прибавку на пузике. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот в серединке ножки сделаем прибавку. Довязываем ряд до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В итоге у нас должно получиться 36 столбиков по кругу. Посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 столбиков должно получиться. Вот так выглядит деталька. И сейчас следующие два ряда, 8 и 9, мы провязываем по кругу 36 столбиков. Вяжем самостоятельно и встречаемся с вами в конце 9 ряда. Я довязала 9 ряд. Вот такая вот деталька у меня получилась. И теперь я приступаю к вязанию 10 ряда. В 10 ряду я буду делать 6 убавок через каждый 4 столбик. Вяжем 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2, 3, 4. Вторая убавка. 1, 2, 3, 4. Третья убавка. 1, 2, 3, 4. Четвертая убавка. 1, 2, 3, 4. Пятая убавка.
1, 2, 3, 4 и последняя, 6-я убавка. Мы провязали 10-й ряд и приступаем к вязанию по кругу. У нас получилось 30 столбиков без накида. И сейчас мы приступаем к вязанию 11 и 12 рядов. Вяжем по кругу 2 ряда по 30 столбиков без накида. И встречаемся с вами в конце 12 ряда. Я довязала 11 и 12 ряд по 30 столбиков без накида. И теперь приступаю к вязанию 13 ряда. В 13 ряду мы будем делать 4 убавки 5 раз. Нам нужно сделать, нам нужно сделать 5 убавок в ряду. Будем делать убавки через каждый 4-й столбик без накида. Начинаем вязание. Первый, 1, 2, 3, 4, первая убавка, 1, 2, 3, 4, вторая убавка, 1, 2, 3, 4, третья убавка, 1, 2, 3, 4, четвертая убавка, 1, 2, 3, 4 и последняя, 5-я убавка. Таким образом мы довязали 13 ряд. В ряду у нас получилось 25 столбиков. Далее мы провязываем 14 ряд по кругу, 25 столбиков без накида. И встречаемся с вами в конце 14 ряда. Я довязала 14 ряд, и у меня получилась вот такая деталька. Приступаем к вязанию 5-го ряда. В 5-м ряду мы также будем делать 5 убавок через каждую 3-ю петельку. 1, 2, 3, первая убавка, 1, 2, 3, вторая убавка, 1, 2, 3, третья убавка, 1, 2, 3, четвертая убавка, 1, 2, 3, пятая убавка. Мы провязали 15 ряд, и в ряду у нас должно по кругу получиться 20 петелек. Теперь мы приступаем к 6-му ряду, и в этом ряду мы будем ввязывать ручки. Вот так и вот так. Я отсчитываю петельку. Нам нужно сделать так, чтобы ручки у нас ровно привязались, пришились. И поэтому вы смотрите по своему вязанию. У всех плотность разная, и у всех конец ряда может быть немножко разный. Поэтому, если что, в процессе давайте будем корректировать вязание так, чтобы ручки находились на одинаковом расстоянии. Итак, начинаем вязание. Вяжем первую петельку, вторую петелька, третья петелька,
4, 5, 6. Я думаю, можно примерить ручку. Мне хочется, чтобы ручка у меня была немножко впереди, поэтому я провяжу еще одну 7-ю петельку. Вы смотрите, как лучше вам. И вот здесь я начну уже ввязывать ручку. Спрячу лишние ниточки. Ввязывать ручку мы будем вот так вот за обе стеночки. Вот так. Протягиваю петельку. Так, как-то не очень получилось. Еще раз. Это у нас будет первый столбик. Так, второй столбик. То есть мы вот так захватываем столбики ручки. Вот так. И вставляем в отверстие тела. Это второй. Снова в ручку, в тело. Третий. И можно еще провязать также четвертую петельку. Так, я смотрю, где у меня находится ручка. Как это будет все находиться по отношению к голове. Оставляю, мне так устраивает на данный момент. Возможно, придется перевязывать, бывает и такое. Так, вяжем дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Думаю, здесь я буду ввязывать вторую ручку. Вот так. Вставляем крючок в ручку, протягиваем петельку. Так, еще раз. Это у нас будет первая петелька. Вторая. В ручку с двух сторон обязательно смотрите, чтобы не было потом дырочек. И в тело, в туловище. И можно еще раз провязать боковую часть, вот тут вот ручки, туловища. Так, все, у нас закончилось. Проверяем, все ли тут ровно получилось, ручки. По итогу у нас должно быть получиться 20 столбиков. Но давайте проверим, сколько, если что, подкорректируем в следующем ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, у меня даже 22, мне кажется, получилось. Где-то я тут побольше, видимо, провязала. Я сейчас одну сделаю убавку вот здесь. Посмотрим еще раз. Может, как-то не так сосчитала.
По идее, вот здесь должно получиться 20. Но не всегда так получается с этими ручками, поэтому проверяем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Или уже я неправильно сосчитала. Ну, в общем, ладно, оставляю так. Вы смотрите, чтобы у вас тоже примерно было такое же количество петель. И теперь нам нужно довести это количество петель до 18, чтобы количество петель в туловище совпадало с количеством петелек в голове, чтобы нам потом вот так вот головушку пришить. Так, еще раз сосчитаю и посмотрим, сколько мне нужно будет сделать убавок. Ну, вот сейчас сосчитала, вроде бы 20 у меня тут петель, все правильно. Я сделаю 2 убавки. Убавки сделаю посередине ручек. Но я не думаю, что это как-то сильно повлияет, где я их сделаю. Но я вот так сделаю. Начинаем вязать последний ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Тут непонятно, конечно, но возьмем вот так вот. 6. Сделаю убавку. Вяжем далее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сделаю еще одну убавку. Довязываю ряд до спинки, корректирую, чтобы у нас со спинки, на спинке, в общем, здесь заканчивалось. В общем, по идее, у меня должно получиться здесь 18 петель. Сейчас я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Да, ровно 18 петель у меня получилось. Я сделаю одну соединительную петельку и уже петлю затягиваю. На этом вязание туловища закончилось. Сейчас мы будем тельце набивать холофайбером и пришивать головушку. Начинаем набивать туловище холофайбером. Здесь игрушка маленькая, и холофайбера не требуется уж сильно много. Сейчас мы будем пришивать головушку к туловищу. Вот так. Еще немножечко набью голову холофайбером, совсем чуть-чуть, чтобы она у меня была поплотнее. Вот так. И пришиваем голову к туловищу. Для начала устанавливаем голову на шею. При помощи спицы я креплю головушку
Вот так. И начинаю пришивать. Следите, чтобы голова не уезжала. При необходимости также можно голову прикрепить булавочками, чтобы она не уезжала в сторону. А то мишка у вас будет смотреть направо или налево. Каждый раз проверяем, ровно ли у нас установлена головушка у мишки. Прямо ли он смотрит. Добавляю в шею холофайбера, чтобы она... Можно уже убрать иглу. И добавляю в шею немного холофайбера, чтобы шея не моталась. Но сильно много тоже не надо, иначе будет некрасиво. Вот так. Это довольно простенькая игрушка, и достаточно быстро она вяжется за счет того, что тело здесь совсем маленькое, то эту игрушку можно связать за несколько часов. Ну, еще делаем несколько стежков шеи, чтобы, во-первых, все точно было хорошо прошито, и, во-вторых, чтобы закрепить нашу ниточку, делаем несколько дополнительных таких вот стежков. И все, ниточку можно отрезать. Вот такой мишка получается, но это еще не все. Осталось совсем чуть-чуть связать хвостик. Отложим мишку пока сюда. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее в каждый столбик делаем по одной прибавке. Первая прибавка, вторая прибавка,
Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. Шестая прибавка. У нас получилось по кругу 12 столбиков без накидов. Далее провязываем 2 ряда по 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хотя, я думаю, достаточно будет и одного ряда, а то у нас получится слишком большой хвост для мишки. Давайте на данном этапе начнем делать убавки и делаем 6 убавок. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. И шестая убавка. Такой вот хвостик получается. Нить делаем один соединительный столбик. Петельку затягиваем, ниточку отрезаем подлиннее, чтобы удобно было пришивать к туловищу. Совсем чуть-чуть набиваем хвостик холофайбером. Кто-то не пришивает медвежатам хвостики, но я вот почему-то пришиваю. Мне кажется, что все-таки у мишки, ну, какой такой маленький, но мне кажется, у него есть хвост. Хотя сейчас все говорят, что у мишек нет хвостов. Но наш мишка будет с хвостиком. Вот так вот мы его булавочкой закрепим и пришьем. Ниточку прячем внутри детали, отрезаем. И вот такой вот мишутка у нас в итоге получился. Сейчас повяжем мишке какой-нибудь красивый бантик. Такой вот мишка-малыш. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы повязали со мной этого медвежонка. Я очень надеюсь, что у вас все получилось и что вам понравился этот мастер-класс. Я надеюсь, что вы будете вязать таких медвежат своим детишкам, и они будут радоваться и с удовольствием с ними играть. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.